Всем привет, кто любит мохнатых чудовищ. 28 июня. Подсолнух у нас начинается где-то 12-15 июля. То есть практически немножко больше, чем через 2 недели. И вот что сегодня делаем с пчелами. Показываю улей, что делают пчелы. Пчелы, как видите, с левой стороны 1, 2, 3, 4 рамки брошенных. Потом идет 12 рамок пчел. И с этой стороны 6 рамок брошенных. Там еще не хватает одной рамки. Улей 24 рамки. Как видим, гнездо пчел находится между литков. Можно его так и оставить, можно перенести. Сейчас расскажу почему. Так вот, сегодня буду рассказывать, что делаем с пчелами, что я лично делаю с пчелами. И будет сегодня такой интересный вопрос, который всегда задают каждый год. Что делать, если пчелы не идут в магазины? Но это в конце видео. Диспозиция на сегодняшний день такая. На пасеке существует 3 вида семей. Основные семьи. Это те, которые с зимовки вышли нормальными. Они же доноры, от которых делаем отводки и все прочее. Семьи, которые получились из отводков, которые делали в мае месяце, когда цветли садки. Отводки я делал там по 2-3 рамочки печатного расплода. На маточники я эти отводки делал. Так вот, эти семьи сейчас имеют по 8 рамок расплоду, по 12 рамок пчел. Очень близкие по своему состоянию к основным семьям, немножко слабее. И основные семьи, и те отводочки, которые были сделаны в мае на 2-3 рамочки расплоду, на маточник. То есть в тех отводочках вышла матка из маточника, облеталась, они выросли, и к этому времени и основные семьи, и те отводочки майские, самые первые, будут собирать мед из подсолнуха, потому что они к подсолнуху будут уже сильные. Они, в принципе, и сейчас сильные, и сейчас основные семьи и те отводочки в предроевом состоянии, потому что когда семьи роятся, когда в семье есть по 8-9 рамок расплода. Вот как появилось 8-9 рамок расплода, считайте, что будут роиться. Так вот, и те маленькие отводочки подросли, и основные семьи как раз в таком состоянии. И сегодня наша задача оттянуть роение, предупредить, вернее, роение, чтобы оно не началось, чтобы не отпустить рой и пчелы не зароились до подсолнуха. Так, чтобы собрать подсолнух, потому что если семьи изроятся, то, соответственно, подсолнуха мы не увидим. Так вот, сегодня занимаемся этим вопросом. И вот есть еще третий тип семей на пасеке. Это маленькие отводки, ну не совсем маленькие, они делаются на 4 рамки расплода, в которых матка пересиживала акацию. Когда цвела акация, основные семьи собирали акацию, а матку отсаживали в отдельный отводок. То есть таким способом забирали матку у семьи. Семья приносила меду, а матка в это время работала в отводке. Так вот, на сегодняшний день те отводочки, по той причине, что матки у них после акации были забраны и отданы назад в основные семьи, а им были даны зрелые маточники. Так вот, на сегодняшний день в тех отводочках, где матка пересиживала акацию, матки облетались, печатного расплода у них нет, но матки работают полным ходом, засевают рамки. То есть у них много-много открытого расплода, по 4 рамки, не меньше, а печатного расплоду нету, потому что матки облетались вот-вот-вот недавно. Вот что сегодня делаем. От основных семей, чтобы они не изроились, забираем по 1-2 рамки печатного расплода и передаем в те семьи, где матки отсиживались, то есть отводки. Те отводки мед собирать на подсолнух будут не готовы. Я это рассказывал в прошлом видео. Они подсолнуха не возьмут, они слабые. Для того, чтобы они взяли подсолнух, пустые рамочки в сторону извлекаем. Для того, чтобы они взяли подсолнух, их надо свести вместе. Тогда они соберут подсолнух. То есть по 2-3 отводочка вместе. Тогда будет подсолнух, мед из подсолнуха. Если не свести, подсолнуха они не соберут. Но зато они в зиме будут мощными семьями. И пойдут в зиму мощные семьи. И вот эти мощные семьи, которые пойдут в зиму, даст Бог, хорошо перезимуют, будут весной тоже сильными семьями, они в следующем году будут собирать акации. То есть они в следующем году станут основными. Так, сейчас что делаю? Рамочки убираю пустые в сторону, потому что в улье сейчас есть пустые рамки.
которые пчелам не надо, потому что взятку нету. Так вот, делаем такие вещи. У этих семей забираем по 1-2 рамочки расплода печатного на выходе, передаем тем отводочкам. Там отводочки усиливаются, потому что там сейчас нету молодой пчелы, а она надо, потому что матка начинает яйца раздавать налево-направо. Кому-то эти яйца надо выращивать, надо молодую пчелку. Мы пчелкой их усиливаем. А основным семьям, так как мы забрали расплод, даем матке поле для деятельности, таким способом оттягиваем их роение, то есть их немножко ослабляем. А если нам не надо будет усиливать больше никаких семей, то делаем полупокерный способ разгрузка гнезда. Полупокерный способ разгрузка гнезда позволяет оттянуть роение на 2 недели. У нас довзятка немножко больше, чем 2 недели, но тем не менее уже делаем, чтобы они не изроились, потому что они уже одной ногой в роях. Так, ну и решаем проблему нектарных полей уже на подсолнухе. Это как раз касается того вопроса, который все время задают, почему пчелы не летают в магазины. Лежак — это тот же двухкорпусный улей. Вот первая рамка с яйцами пошла. Наставим им немножко сбоку рамок. Одну. С этой стороны 4 поставлю. В лежаках это проблема, когда пчелы не хотят идти в магазины. Остро не стоит, потому что лежак — это тот же двухкорпусный улей, только корпуса горизонтально. И работаете с лежаками так, как и с двухкорпусными ульями. Но в лежаках что хорошо, что вот сделали гнездо посреди улья. Молодая пчелка родилась, час пошла на этот литок, час пошла на этот литок. То есть летная пчела ходит и на этот литок, и на этот литок. И если гнездо пчел посередине между литками, то они заполняют в сторону от литка, в эту сторону, пустые рамки, которые я им поставил уже под мед. И напротив того литка такая же история, к той стенке тоже ставим пустые рамки. Таким образом летная пчела ходит и на эту сторону, мед тут заливает в эти рамки, и на ту сторону мед заливает тоже те рамки, которые с того края. Получается, у нас мед по бокам улья. В лежаке с этим делом все намного проще. В корпусных ульях или ульях с магазинами с этим делом все немножко сложнее. Ну, сейчас я все вам покажу. Потому что в лежаках можно делать точно так, как в многокорпусных ульях. Так, трутня много нафигачили. Вот зачем мне столько трутня? Мне его столько не надо. Правда, там в комментариях писали, что если в семье есть трутни, то меда семья приносит больше. Сказочники, наверное, и трутни меда не едят, а наоборот его носят в улей. Странные какие-то трутни, потому что мои трутни едят мед. Если трутни сильно много в семье развести, то меда можно не увидеть. Количество трутня в семье надо регулировать. Пчелы это делают сами в природе. Но так как вы постоянно в улей лазите, что-то там химичите, куда-то рамки переставляете, хотите добиться своего результата, побольше меда, то иногда программа у них сбивается, и вот это саморегулирование трутня в улье заканчивается, и тогда они его плодят в немеренных количествах. Так, видим рамочки, все попечатанные от бруска до бруска, все в расплоде. Тянут мисочки, что собираются роиться. Вот эту рамочку мы забираем, расплод на выходе, и передаем в ту семью, в маленькую, которая от водочек. Таким способом мы семейку ослабили, оттянули ей роение. Правда, ненадолго. Но нам надолго и не надо. Потому что у нас скоро подсолнух. Нам бы продержаться немножко больше, чем 2 недели. А дальше подсолнух пойдет. Никто уже роиться не будет. Правда, в этом году у нас подсолнуха близко не посеяли. Поэтому в этом году может так случиться, что никакого массива подсолнуха у нас не будет. И вместо меда с подсолнуха будем иметь кучу раев. Такое тоже может быть в нашей местности в этом году. Это у нас уже было 2 рамочки расплода, тут стоит, и одну забрали. Это было 3 рамочки расплода у нас, чтобы посмотреть силу семьи. Так, рамочка с расплодом
4 рамочки с расплодом. Запечатанная рамка с расплодом. Смотрим, маточники нету. Мисочки есть. Ну, мисочки пусть себе будут. Нам они не мешают. То есть, как видим, семья уже вот-вот-вот будет роиться. Сейчас перейдем на ту сторону, чтобы виднее было. Камеру переставим. Сейчас метод полупокерный применять не будем. Кто скажет почему? Кто смотрел видео прошлого года, то тот знает. Почему? Потому что разгрузка гнезда проводиться в этом году не будет, потому что весна была холодная, семьи слабее, чем обычно. Поднимаем рамку. Что видим на рамке? Видим то, что нету бород. Вот если пчелы висят бородами вот здесь под рамкой, то это роевая пчела, которая собирается улетать. И тогда можно проводить полупокерный метод разгрузка гнезда. В данном случае никто нигде не висит. Значит, роевая пчела еще не образовалась, не скомплектовалась. Никто улетать не собирается. Значит, полупокерный способ делать рано. Как только повиснет там внизу пчела, так сразу делаем разгрузку гнезда. Ну и к тому же у нас дожди зарядили. Похолодало. Разгрузка гнезда, когда холодно, не делается, потому что можно поморозить расплод. Так, рамочка с расплодом посередине выходит. Маточников нет, бороды не висят. Это была 8-я рамочка с расплодом. Как видим, семья готова к роению. Для того, чтобы роиться, в них созданы все условия. И то, что они будут роиться или не будут, это только вопрос времени. 9-я рамочка с расплодом, как видим, все в расплоде. И вот эту вторую рамочку мы у них заберем. Вот столько у нас в улье расплоду. Хоть завались. Открытый расплод пошел. Открытый. И сюда в открытый расплод воткнем им рамочку под засев, чтобы она не гуляла. И пусть засевает. То есть немножко подразгрузим им гнездо. 1-2 рамочки, вставленные в гнездо, расплод не заморозит, а матке будет куда разгуляться. То есть даем им рамки вместо тех, что забрали. 2 забрали, 2 в гнездо ставим. Опять засеянная рамочка, открытый расплод. И ставим им рамочку под засев. Сейчас сразу зададут вопрос, а можно ли поставить вощину. Вощину поставить можно, но дело в том, что сейчас взятку нету. Без взятку они вощину могут разгрызть. Поэтому я, когда взятку нету, вощину не ставлю. Так, дальше пошли рамки с медом. Значит, что? Значит, дальше расплода у нас не будет. Поэтому докомплектовываем улей сушью. Можно тут поставить сушь-вощина, сушь-вощина. Так, ну у меня суши хватает. Я поставлю суши. И в принципе все. Закрываем этот улей, тут все. Ну вот мы забрали у них 2 рамочки расплода, 2 рамочки матка засевает за 6 дней. Вот практически мы роение оттянули на 6 дней. Ей работа будет, она будет работать. Открытый расплод пчел присадит в улей. Когда у пчел много открытого расплода, они не роятся, потому что роевое состояние возникает тогда, когда возникает дисбаланс между открытым расплодом и печатным. В нормальной семье половина расплода печатного, половина открытого. Сейчас мы печатный расплод забрали, рамочки под засев подставили, матка их засеет. У них открытого расплода будет немножко больше, чем печатного, они роиться не будут, пока опять не настанет дисбаланс. А он не настанет раньше, чем через 6 дней. Так вот себе карандашком и помечаем, что тут на 6 дней можно быть спокойным. А через 6 дней надо прийти, проконтролировать маточники. Если потеплеет, разгрузить гнездо. Ну а теперь по поводу того, почему пчелы не хотят идти в магазины. Пчелы это такие зверюки, которых надо к литку приучивать как шкодливых котов, потому что сами они туда не пойдут. Вот пчела как родилась из рамки, первый раз пошла на облет, в какой литок она вылезла, к тому литку она привыкла, и на тот литок она будет летать практически всю жизнь. Если только горькая какая беда не заставит ее поменять литок, на который она летает. Так вот, пчел надо приучивать к литкам. Вот сейчас я в этом лежаке поставил гнездо между литками.
Так вот, и напротив того литка, когда придет взяток, я поставлю пустые рамки. Пчелки будут приходить в литок, попадать на пустые рамки и там складывать мед. Но это я сделал, потому что у нас не предвидится большого подсолнуха по причине того, что его не посеяли. Если они где-то его и найдут, то в небольших количествах. Дай бог, чтобы я ошибся, но пока прогнозы такие. А если бы у нас подсолнух рос прям под носом, и я видел, что будет взяток с подсолнуха, то я бы, конечно, и в лежаке расплодное гнездо сместил к одному литку. И сделал бы то, что надо делать в двухкорпусных ульях. Вот бы я взял все расплодное гнездо и сместил к одному литку. И тут бы рождалась пчелка. И как только она родилась, она бы привыкла летать на этот литок. И как только бы начался взяток, я бы все это расплодное гнездо сместил к противоположному литку. То, что обычно я на своих видео и показываю. Таким образом, у меня там бы получились пустые рамки. Я бы все заставил пустыми рамками. Пчела привыкла летать на тот литок, она бы туда и летала. И улей поделился бы напополам. Половина расплодного гнезда, половина под мед. Вот, допустим, двухкорпусный улей. Расплодное гнездо внизу будет 1 число. Если вы применяете ганимановские решетки, расплодный корпус наверх, пустой корпус вниз. Всех пчел с расплодного гнезда стряхнули вниз, ганимановскую решетку между ними. И на этом все. Пчела, которая родится из расплода, полетит на этот верхний литок. А там внизу будет работать матка. Отсюда расплод выйдет, придет взяток. Тут рамки уже пустые. Пчелы летают на этот литок, будут прилетать на этот литок, приносить мед. Тут расплода нет, все рамки будут заливать медом. Опять же, улей поделится на 2 части. Но чтобы так получилось, пчел надо к литку приучить. Если у вас магазины, за 15-10 дней до взятка магазины вниз, корпус расплодный сверху на пустые магазины, чтобы он получился на уровне, то есть там, где будут стоять магазины. Пчелка вышла, привыкла летать на верхний литок, пришел взяток, корпус вниз, магазины вверх. В магазинах есть литок, соответственно. Пчелка привыкла летать на верхний литок. Вся пчелка полетит в магазин, где у вас рамочки пустые, куда будет заливать мед. Опять улей поделится на 2 части. Внизу расплод, вверху мед. Такие вот дела. Поэтому пчелок к литкам перед взятком надо приучивать. Сами они не приучатся. Если не делать ничего, то они как летали на нижний литок, так и будут летать и туда, и принесут мед, потому что они привыкли к тому литку. И может так случиться, что на верхний литок, то есть в магазины, не пойдут. И тогда они там все забьют медом, перестанут мед собирать, потому что нет нектарных полей, а сверху останутся пустые рамки. Поэтому, если хотите меда, приучивайте пчелок к литкам, потому что тоже мне в комментариях пишут, что ты эти рамки тягаешь каждый сезон. От одной стенки улья к другой стенке улья. Вот поэтому и таскаю, потому что пчел перед акацией надо приучить к литку. Если у вас есть горчица или липа, тоже надо приучить к литку. Есть подсолнух, опять их надо приучить к литку. То есть раза 2-3 в сезон все равно вам расплодное гнездо надо по улью таскать, чтобы приучить пчел к литку. На самом деле это очень сильно влияет на взяток. Неоднократно мной уже замечено, что если приучаете пчел к литку, а потом напротив этого литка ставите пустые рамки, то есть нектарные поля, меду получаете процентов на 20-30 больше, чем если бы вы ничего не делали. Потому что мед пчелы располагают возле расплода и над расплодом. Так у них сложилось исторически. Поэтому, куда пчелка привыкла летать, туда она и будет приносить мед. Если взяток слабенький, то она мед все равно принесет на верхний литок, но потом они этот мед опустят к расплоду. А если взяток сильный, то они будут заливать медом везде, потому что принос большой, нектарных полей надо много. И где они его разлили, там они его будут высушивать, и там они его будут и печатать. Но сегодня было такое видео. Ставим лайк, кому понравилось. Кому не понравилось, все равно лайк, потому что я очень жаден. И не забываем передавать привет моим мохнатым чудовищам.